Так, всем приветики. В общем, решил записать видео, как я буду делать, восстанавливать перегородку подкапотную между двигателем и капотом, или как ее назвать, там некоторые называют ее жабо, не знаю, фартух. В общем, ну, все видели, все знают. В общем, у меня вот за годы эксплуатации вот во что она превратилась. Видите, да? Расслоилась. В общем, французы, конечно, молодцы, ребята, сэкономили по полной. Засунули сюда, вон даже фирменная есть наклеечка. Рено. Это самое, засунули сюда, как сказать, картонно-тряпочную прессованную перегородку. Вон она вся сыпется. Естественно, с годами она не выдерживает и вылетает. Но на, скажем, ихний расчетный срок эксплуатации, то бишь 5 лет, она, конечно, выдерживает. Дальше уже это самое. Что я решил сделать? Я решил сделать вот такой же фартух, только вот вообще-то решил сделать сначала из картона вот такого вот прессованного, так тоже видите. Вот он идет в листах, он как раз лежит на этом листе. И сделал вот такую вот штуку, но да, вымерял тут, выпиливал, подгонял. В общем, она получилась такая тоже неровная. Ну, как неровная, в смысле, само это изделие, этот фартух очень сложной конструкции, формы. И, конечно, неудобно его, но не прямоугольное. Там приходится немножко помучиться. Это самое. Сначала хотел из картона полностью сделать. Сделал я из картона, вот залил этими соплями. У меня уже стоит одна штука, так скажем, временная, опытная. Но что получается, да, я ее заклеил сверху скотчем таким, с этим серебристым, такой вроде бы как. Зиму простояла, осень-зиму, и вот уже к лету, получается, двигатель, когда нагревается, вот эти сопли начинают течь на двигатель. И поэтому это не есть хорошо, оно разлазится. И я решил сделать уже еще одну. Это будет как шаблон, но буду делать из стеклоткани. То есть эбоксидка и стекловолокно. Сейчас я сделаю жестче эту конструкцию, то бишь сейчас вот покажу. То есть вот взял обойный клей обычный, кисточку, ну и газеты. Это самое буду сюда сейчас наклеивать. Вот это сниму, срежу, чтобы оно не мешало. Буду обклеивать эту всю с этой стороны сзади газетами. В общем, сделаю, чтобы она жестче была, чтобы она не разлезлась. А потом тоже буду вот это вот снимать, вот этот клей, вот тут вот выровняю вот эту грань, и уже буду по верху делать сам фартух этот. Это самое. Ставить стеклоткань на эбоксидку, клеить. В общем, процесс. Что получится по ходу дела, я буду снимать поэтапно. Ну, кому это, конечно, интересно, может быть. Потому что я видел в интернете, там люди делали тоже из металла, из алюминия, просто тупо клеили, то ли брали ламинат. Ну, в общем, люди изгаляются как могут, потому что, к сожалению, цена на вот эту вот картонку с тканью несоизмеримо дорогая. Это получается в интернет-магазине я смотрел, фирменная новая, 4000 гривен. Ну, извините, за кусок картона
и кусочек тряпочки, это очень дорого. Притом для уже не новых машин. Это самое. Поэтому приходится вот так вот колхозить. Не потому, что это нравится или слишком и жадные, или еще что-то. Но, извините, я считаю, несоизмеримая цена для такого изделия. Все, дальше. Так, ну что, снял с этой стороны я этот китайские сопли. Они очень иногда помогают, спасают. С этой стороны, естественно, не снимал, потому что если не сниму, оно все развалится. Так, с этой стороны сейчас буду клей разведу, смажу, ну и буду потихонечку обклеивать газетой эту сторону, то бишь усиливать, чтобы оно было более жестче и не развалилось, чтобы можно было снять с этой стороны этот же клей, тут выровнять все. Вот оно. Если кому интересно, вот такой вот конфигурация, видите, она не ровная, а такая вот получается как дугой и сложной конструкции, поэтому вот такая вот получилась конструкция. Но дело в том, что чего я выбрал этот материал, и, во-первых, он достаточно жесткий, ну, в меру жесткий для того, чтобы делать из него какие-то вещи. Ну и достаточно легко с ним работать. То есть это не фанера тяжелая, во-первых, тоненький, не пластмасса какая-то. Потому что я много материалов рассматривал использовать, но вот пришел к выводу, что вот это вот самое удобное и самое именно то, что надо для изготовления вот этой вот штуки. Так, ладно, дальше продолжаем. Так, ну что, вот налил литр воды. Сейчас буду добавлять клея обойного, размешивать. В принципе, кто клеил к обои, тот примерно понимает, что надо делать. Вот и все. Тут много ума не надо. Так, высыпал почти пол пакета порошка. И пришлось добавить еще литр воды. Я хотел, чтобы оно жиденькое совсем было. Но, в принципе, пойдет. Такой консистенции. В общем, буду... Надо было бы еще, конечно, наверное, жидко. Но посмотрю, если что, потом еще добавлю воды. Так что клей хороший. Это не реклама. Но смотрите сами. В всяком случае, для этих целей, наверное, сойдет. Для обои не знаю. Так, ну что, потихоньку продвигается дело. В общем, вот так вот наклеиваю потихоньку. Да, конечно, много я клея разбодяжил. Ну вот, порвал газету на вот такие вот кусочки. Там, ну, в общем, просто рву и клею. Это самое, в общем, это называется техника папье-маше. Так что, в принципе, ничего сложного нету. Он подсыхает. Очень хорошо клеятся газеты эти. Они тоненькие, отлично фигуру эту делают. Ну, становится по фигурке, подсыхает потихонечку. В общем, клею слой за слоем. Ну и все, пока. В общем, продолжаю. Так, ну что, все сделал, я приклеил на эту, так скажем, шаблон слой бумаги, слой газеты. Сейчас буду обрезать лишнее, вот это, что выступает ножницами, и попробую полностью снять, вот отделить от этого шаблона. Вон оно тут отделяется вроде бы как. Если оно полностью отделится, это будет замечательно. Я буду просто по тому шаблону газетному делать, а это у меня останется как матрица. Ну, если вдруг что-то не пойдет не так, будет у меня еще один шанс
сделать. Вон оно отделяется легко. Вроде бы как. Так, ладно, продолжаю. Сейчас обрежу ножницами обычными. Так, ну что, все, обрезал. Вот остатки, в принципе, легко резалось, как обычная бумага, картон. И оно легко довольно-таки отделяется. Сейчас тут отделилось. Тут тоже. Вот тут вот что-то держит. Так, двумя руками одной неудобно. Так, вот такой стеклохолст я взял. Тут для Стинта Стели написано. Вот такой вот марка. Где она? Стеклохолст. Не знаю для чего, но буду этим клеить. Такая вот где-то метр получается туба. Эпоксидку такую взял, смолу, ну и отвердитель. Так что будем вот этим вот делать, восстанавливать. Тут 15 квадратов, мне тут хватит. Так, вот порезал эту стеклоткань уже. Не стеклоткань, а стеклохолст. Он довольно-таки легко режется. Вообще элементарно. Ножничками, но он такой ломкий. В принципе, сделал две штучки. Одну вот сюда наклею спереди. Потому что тут изгиб неровный. И поэтому надо из двух штучек. Сразу же не получится, потому что оно тут будет эти собираться как и складки. А потом тоже нарезал вот такие вот как их нарезал вот такие отрезки коротенькие, они вот тоненькие. Сейчас. Вот. Буду вот так тоже клеить и вот так вот делать. Тоже, в принципе, как бумагу буду наклеивать слоями. Ну, в принципе, я думаю, выйдет такая же самая штука, как и с бумагой. Но будет более понятно, что крепче и жестче, чем бумага. Потому что бумага есть бумага, она раскисает. Да. Так, взял смолу. Он налил уже. Она такая вот прозрачная, красивая. Буду пробовать. Взял вот отвердитель. Сейчас буду на глаз. Ну, я не знаю, сколько там. Примерно одну. Не знаю, 1/5, наверное, может 1/6 часть. Это самое разводить с отвердителем. И на нем, правда, ничего не написано. Сколько к чему пропорции. Ну, сейчас еще гляну на смоле. Как тут разводить. В принципе, я и знаю. Ну, в малых дозах. У больших, конечно, сложновато, наверное, будет. Ну, сейчас посмотрим. В общем, как в инструкции написано, 1 к 10-14 частям. А 10-14 частей твердителя надо смешивать, мешать 10 минут, и в течение часа оно типа надо нанести. Ну, в общем, будем пробовать делать, как это. Так, ну что, вот подсохло это стеклохолст, но он, к сожалению, не очень хороший для этих целей. Я ошибся немножко, он такой тверденький и очень плохо на ровной поверхности, да, он ложится нормально, но если пытаешься его согнуть, он выравнивается, ну, в общем, неудобно им работать. Я вот взял вот обычный бинт, буду сейчас тоже опять мазать и буду бинтом все это выглаживать, несколько слоев. В общем, буду дальше продолжать эту эпопею с
этой перегородкой. 2,5 рулона бинта ушла на вот эту, на это все действие. Так пропитывается потихонечку. Теперь пусть станет. Посмотрим, что из этого будет. Может, я еще уже добью там у меня этот банку этой эпоксидки. Еще сделаю, может, 1 или 2 слоя. Так что вот так вот пусть высыхает. Продолжаем. Так, ну что, подсохла моя конструкция. Высохла даже, можно сказать. Отлично держит форму. Такая жесткая стала. Все, сейчас я вот эти вот края обрежу по вот этой форме. Вот это все лишнее, что тут выпирает. И буду снимать вот эту вот бумагу и буду делать изнутри еще один слой дам, чтобы она уже жесткая была полностью. И все, и на этом закончится. Потом возьму, покрашу. Ну, немножко, может быть, почухаю, так, чтобы оно выровнялось, ровненько было. Посмотрю, в общем, по обстановке. Почухаю и буду красить. Ну и потом установлю. Все. Получается отличная, пластиковая. С эпоксидки, жесткая. Уже никуда не денется. Вон она. Вон. Хорошо держит форму. Было изначально из бинтов делать. Да и все. Все, сейчас обрежу и буду клеить. Все, обрезал вот ровненько по бумаге, что было приклеено. Уже оторвал эту бумагу. Кое-где пришлось, ну не пришлось, руками оторвал. Где пришлось вот обычным этим ножиком пообрезать. А потом уже взял еще шлифовальную эту машинку отрезную. Ну и немножко вот тут вот позачищал уже, потому что тут сильно приклеилась бумага, и она так просто уже не отходила, просто так легонечко, еле дотрагиваясь. Все, зачистил. Теперь я это все опять эпоксидкой намажу. И вот уже с этой стороны, не с этой я уже ничего не буду делать. С этого получился такой тоненький. Тоненький, и он держит форму, если видно. Держит форму отличная такая. Ну, лучше, чем то, что даже было. И ребро даже вот жесткости получилось. Так что оно уже не прогнется. Все. Так, сейчас с этой стороны уже буду клеить. Продолжаю, в общем. Так, вот, решил немножко показать процесс. В принципе, ничего тут сложного нету. Эпоксидка вот осталась тут. Сколько? 1/3, скорее всего. Вот отвердитель. Сейчас я туда прямо налью. И все. И там же размешаю. Тут уже половина осталась. Еще, может быть, добавлю отвердителя. А не, пока я так посмотрю сейчас по консистенции. Написано 10 минут, но я думаю, что не надо 10 минут. Это уже с запасом, хотя сейчас посмотрим, как она. Тут весь процесс, в принципе, несложный.
время только. Ждешь, пока подсохнет, высохнет. Так, в принципе. Кто-то вымешивает на граммы, вывешивает. Я не вывешиваю, я вот так как оно на глаз, в принципе, тут особо ошибиться тяжело. Да и у меня объемы небольшие, поэтому... Можно на глаз. В принципе, процесс такой же, как и с бумагой было, только там обойно клея, здесь эпоксидка. Ну и то же самое моешь. Лучше не будет, хуже тоже. Так, все, кисточка. Ну, мажем, как обычную краску. Она, конечно, такая липкая немножко получается. Вот такой тонкий слой пока. Потом мы будем так. И тоже. Хорошо прилипает, ровненько получается всю фигуру. По фигуре становится. Осталось теперь следующий слой. В общем, кто кому как нравится, я вот так себе выбрал. Ну, нормально получается.
так вот слой за слоем, насколько хватит эбоксидки, замажем. Это все. У меня еще 2 рулона есть, один, даже 3. Так что все выможем, и будет толстая и чуть жестче. Ну, в принципе, все. Тут больше показывать особого нету. Нечего такого сверхъестественного. В общем, покажу потом, когда будет результат. Все высохло. Уже и с этой стороны отлично все повысыхало. Стала такая жесткая. Вон, если видно, держит прекрасно этот самый фигуру. Отлично жесткая такая получилась. Сейчас уже обрежу вот эти вот выступающие, выровняю выступающие вот эти вот концы. Это сам думал еще один слой, но вижу, что уже и так, ну и толщина нормальная, и в принципе слой, ну толщина и это как ее, достаточно жесткая, то есть она не прогибается, держит прекрасно форму. То есть это самое, что сейчас осталось. Сейчас я попробую тут сверху, наверное, чуть-чуть наждачкой вот эту вот такую структуру клетчатую попробую выровнять слегка. Ну и покрашу ее, выровняю вот эти вот, уберу. Уберу края, выровняю и покрашу. И потом, может быть, еще, я так думаю, может быть, посмотрю, куплю звукоизоляцию такую тоненькую сверху с фольгой. Для того, чтобы, ну, во-первых, ну, звукоизоляцию, чтобы звук от двигателя не так слышно было. Вот и все. И оно будет, мне кажется, еще более эстетично. Снизу не буду уже ничего, только покрашу, потому что клеить там звукоизоляцию снизу, я думаю, не стоит, потому что этот, как он, температура от двигателя будет, ну, отклеиваться, короче, от этой основы, поэтому снизу ничего, просто покрашу, а сверху, вот сверху я изоляционный вот этот вот с, ну, вот этой с фольгой поставлю. Это самое, она как раз и звук не будет туда, ну, наружу проникать, и не промокнет еще дополнительно, так скажем, потому что сверху будет фольга. Так, ладненько, продолжаю. Все, обрезал лишнее, взял болгаркой вот с таким лепестковым диском, выровнял это все, уже нету такой вот клетчатой структуры. В общем, бинт, где не приклеился, ну, слегка там улетел. С этой стороны я ничего не делал, так оно и осталось. В принципе, тут и не надо ничего делать. Ну, все. Красим. Ну, так вот оно, говорю, получается. Он не гнется. Отлично. Жесткая в меру и легкая, и тонкая вон. Так, сейчас буду красить. Вот буду красить вот этими, вот такой краской, вот такой фирмы. Это краска по пластику. Вот сначала грунтом положу, вот грунт, потом саму краску. Ну, у меня серебряная, потом, может, найду, у меня, ой, черная есть. Потом, если что, сверху еще черной положу. И лак. Это чтобы вообще блестело. Ну, не знаю, буду ставить лак или нет. Посмотрю. То есть сверху. Уже после того, как все покрашу лаком.
Вот так вот. Вот такая вот краска. У меня я когда-то красил. Хорошо ложится, хорошо держится. В общем, великолепно. Вот это осталось. Ну, надо израсходовать, все равно валяется. Вот так вот. Так, ну что, все, покрасил я уже этот фартух в черный цвет. С этой стороны вот серебрянкой. Не хватило у меня черного цвета, чтобы с эту сторону. Но это не столь важно. Черный цвет, все нормально. Вот штук. Это самое сейчас еще. Вот у меня лаком скрою сверху. Ну, чем больше слоев краски или покрытия, тем, я думаю, лучше будет. Вот так вот. Ну, а потом, я так думал, наверное, все-таки изнутри я приклею эту какой-то утеплитель или обезшумливатель. Посмотрим, как оно будет держаться. Ну, все. Вот. Буду сейчас собирать, покрашу, потом буду собирать, не покрашу, скрою лаком и буду собирать. Так, ну вот моя старый этот фартух, перегородка, то что первый мой неудавшийся опыт восстановления перегородки из вот этого картона. Вот зиму отстояла, а вот лето началось, и вот эти сопли поплыли. Это самое, там на двигатель они, и естественно она развалилась. Вот это все. Теперь я сейчас это откручу. Я вот тут вот прикрутил этими шурупиками. И сейчас так же самое на эти же шурупики поставлю, просверлю отверстие. Это сам на новой, то что сделал сейчас. И поставлю еще вот тут отверстие под вот эти вот. Надо будет сделать под вот это вот крепление. Вот так вот. Ну, резинку, в принципе, тут пофиг, можно не обязательно ее на эти самые, на скобы ставить. Можно и так ее притулить, там никакого не усилия, и она не вылетит. В общем, она прижимается, ничего там не это самое. То есть можно так просто поставить. Если что, я потом, может быть, наклей то ли момент, то ли еще какой-то, в общем, приклею там резиновый. Посмотрю. Так, ладно, разбираю. В общем, делаю. Так, ну что, вот так оно уже все стало. Резинку я поставил. Сзади еще не обклеивал. Я потом, наверное, куплю эту бесшумку и приклею. И все. А так вот оно уже на этой пластмасске стоит на ребре. Пойду ставить. В общем, вот такое вот получилось. Все. Так, ну что, все, установила это жабо. Вот оно так стало. Нормально, плотненько. Как будто тут и было. Вот лаком скрыл тут. Оно уже не матовое, такое блестит. Ну, в общем, надо, не надо, ну, укрепилось. Все, вот так вот. А сам вот я, то, что говорил, старого капало на двигатель. Он накапало это клей этот. Ну, буду его сниму, конечно. Сейчас уже не будет капать, уже все такое отличное. Все вот так вот жабо. Ну, потом бесшумку я уже снизу приклею, наверное. Все-таки не сверху, а снизу. Посмотрю, надеюсь, что будет держаться. Все, всем пока.